Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. Миллионы лет назад, когда гениев еще не было, люди делали челленджи, трогали друг друга с закрытыми глазами, угадывали, что у них во рту. Но меня всегда притягивал только один челлендж. Это нарисовать на рандомную картинку при помощи эмоджи. Этим мы будем сегодня заниматься. Я попросила вас, своих подстрищиков, отправить мне 2-3 рандомных эмоджи. Я выбрала самые интересные и нарисовала их. Первым в списке будет вот такое вот собрание эмоджи. Это крокодильчик, капелька крови и потекший смайлик. Он, кстати, мне очень сильно нравится. Я недавно узнала, что этот эмоджи происходит от перевернутого смайлика, который я просто обожаю. Этот эмоджи все ненавидят, потому что он писец тупой. Знаете что? Идите вы нафиг, я обожаю этот эмоджи. Он самый классный, он самый логичный. Он такой, такой, знаете, любопытный эмоджи. Он не тупой, он забавный, он веселый. Я его использую, когда говорю что-то тупое. Я его отправляю, когда не уверена в чем-то, когда я что-то выпрашиваю, когда я любопытная, когда я тупо шучу или просто шучу. В общем, one love. Я решила сделать потекшего крокодильчика, а капелька будет отвечать за цвет. Я думала, может быть, это будет лава, или может быть, все-таки это будет кровь. В общем, ничего особо не понятно. У меня ничего не получилось, крокодильчик говно. Он у меня остался такого цвета, потому что я рисовала Сквидварда. Наверное, было бы лучше, если бы я его такими оставила. Но потом я его перекрасила в зелененький. Хрен с ним, все равно эта картинка у меня есть в PNG. Эту картинку можно, наверное, использовать как стикер. Я обычно, честно говорю, кровь не рисую, поэтому я начала с оранжевого цвета. За счет этого он и выглядит больше как лава на самом деле. Вот на этом моменте он выглядит хорошо. Реально, лучше бы я так осталась, но нет, я пошла дальше. Поэтому мы быстро его пропустим, чтобы он мне не мусолил глаза. В этот раз я решила упростить себе жизнь и обводить его так, чтобы я смогла в каком-то месте что-то подровнять. А еще я не знаю, как крокодилы смотрят. Мне кажется, что у них глаза... Сука, наверняка у них глаза как у кошек. Но здесь мне показалось, что будет выглядеть прикольнее, если у него зрачки будут как у коз. Или как у жаб. Вы знали, что у жаб зрачки горизонтальные? Нет? Я уверена, что вы рисуете зрачки жабам кругленькие. Он настолько потекший, что у него даже челюсть чуть-чуть слиплась. На самом деле, если абстрагироваться от эмоджи капельки крови, то этот крокодил выглядит очень съедобно. Он выглядит немножко как мармеладка, я хочу его съесть. Если есть такой фетиш, то я не против. В мире есть столько всего, что хочется съесть, а это не съедобно. Например, очень вкусно есть пену для ванн. Обычно такое делают младенцы или маленькие дети. В общем, если вы все-таки ступите, не удержитесь и захотите попробовать пену для ванны, сделайте это, но не глотайте. Держите ее во рту, вам будет прикольно, но потом уплевывайте и сполосните рот. И если кто-то спросит, не говорите, что это я вам рассказала. А вообще есть самая вкусная вещь во вселенной. Это кислородный коктейль. Я их обожала, я постоянно себе их делала, пока была молодая. Мои родители купили вот эти газовые баллоны. Я покупала сок, делала сама себе эти коктейльные штуки. Это было так вкусно! Я так хочу себе кислородный коктейль теперь. Это все вы виноваты. Это потому, что вы едите пену. Далее переходим к следующему комментарию, который попросил сделать это из вот такого эмоджи кошечки и из такого секретного эмоджи. Вообще, эту кошечку я использую тоже постоянно, потому что я Сахар, я киса. Я не отправляю обычные эмоджи с сердечками, или смеющиеся, или плачущие. Нет, я использую вот такие. Как только я увидела это предложение, я сразу поняла. Да, это оно. Я это сделаю, и это будет Сахар. Я пыталась найти в интернете картинки, которые будут похожи на ту позу, которую я хочу. Я хотела, чтобы Сахар показала свой характер и выглядела немножко так эротичненько. Не найдя нужных поз в интернете, я решила пофотаться сама. У меня было столько вариантов, и ни один из них не подошел. Что меня это не зацепило. Поэтому я не стала выпендриваться, сделала крайнюю фотографию себя и решила попробовать делать вот так.
было очень сложно, потому что человеческий рот выглядит естественно по-другому, чем у кошек. Если у меня было хорошо видно мои зубы и мою верхнюю губу, и мне было все абсолютно понятно, то как это делается у кошечек, они вообще могут так сделать? Что-то я, наверное, переборщила. Но согласитесь, если бы я нарисовала себя вот, например, такой, все было бы по-другому. Я никогда не рисовала себя вот в такой плоскости, ну, то есть вот в таком ракурсе. Это было что-то очень новым для меня. И сам вот этот эмоджи такой, знаете, ехидный такой. Поэтому я захотела сделать немного романтичную, эротичную обстановку. В процессе я очень много обрезала, и получился вот такой вот маленький мини-портретик по грудь. Было очень-очень-очень много поправок. Я увеличила вообще все лицо, я меняла губы, я видоизменила носик и так далее и тому подобное. И только потом смогла приступить к покрасу. Самое простое было сделать это глаза. Кстати, вы заметили, как я ухитрилась засунуть туда эти сердечки в глазах? Да, это было бы слишком просто сделать сердечки вместо глаз. Если вы ожидали немного другого, думали, что я соединю два эмоджи в одно, то вам нужно зайти, наверное, все-таки на этот сайт и поиграться самим. Вы не знали об этом сайте? Короче, есть сайт, в котором ограниченное количество эмоджи, но все-таки большое количество. Вы можете их миксовать и получать вот такие своеобразные штучки. И использовать их, кстати. Чем дольше я рисую, тем меньше я хочу, чтобы была картинка. Я это все рисовала на А4 и в итоге потом обрезала. Думала я, что это все займет полчасика. Ага, конечно, я рисовала как минимум сахар час. Я бы быстрее в скетчбуке ее нарисовала. Ну, наверное, это того стоит. По крайней мере, медвежонку понравилось. Обратите внимание на лапку. Вообще, у меня 4 пальчика. Кошечек, сколько у них пальцев там? 5 на передних, 4 на задних. То есть у них 18 лап. У меня 4 на передней и 4 на задних. Наверное, поэтому рука выглядит так тупо, потому что я срисовывала ее с моей руки. Конечно, на скетче у меня было там 4 пальца, плюс еще, по идее, большой. Но я подумала, что это нечестно. И вот, выглядит тупо. Надо было хотя бы их сделать поменьше. Но что сделано, что сделано? Это такой эксперимент. Такие челленджи, такие установки для самих себя помогают развивать воображение, помогают справиться, казалось бы, в безвыходных ситуациях и просто разрабатывают твои способности. Если бы я была самовлюбленным нарциссом, я бы поставила себя на обои. Ну а так, такое можно поставить только на аватарку. Но я так делать не буду. Наверное. Теперь хочется. Кстати, у меня на лапках есть подушечки, которого голубого цвета, а сами лапки у меня синего цвета. Я по канону должна была так и сделать, должна была оставить это. Но мне показалось, что это немножко ломает руку и вообще в картинку в целом, как будто бы все внимание уходит туда. И убрала это. Сори, всем все равно. Какой результат вам понравился больше? Потому что вроде бы они обе стрёмные. Кого я хочу больше съесть? Крокодила. Хотя, по идее, он должен быть мерзкий. Кого я хочу засунуть везде себе? На аватарку. Я теперь хочу поменять ее везде. Я хочу, чтобы все видели эту красотку. Или отправлять ее теперь вместо этих эмоджи. Офигеть, это же гениально. В общем, вот такие вот результатики у меня получились из вот таких вот эмоджи. Попробуйте ли мне сделать что-то новое в следующий раз? Не знаю. В общем, вот.